Крис Херия – один из самых популярных атлетов калистеники в мире. 10 лет назад он загрузил свое первое спортивное видео на YouTube-канал с тренировками. Ему быстро удалось приобрести популярность не только в США, но и в других европейских странах. У него много вариантов тренировок, и сегодня на практике проверим эффективность одной из них. Тренировка будет показана на все тело, а в конце мы взвесим плюсы, минусы и выясним, стоит ли вам ее повторять. Все упражнения будут выполняться по кругу. Это будет full body. Сначала мы делаем классическую вариацию упражнения, более тяжелую, а затем сразу же переходим к более простым вариантам исполнения. Мышцы будут чередоваться. Отдых делаем минимальный, до возобновления дыхания. Она рассчитана на развитие общей выносливости и тех, кто может уже минимум хотя бы около 10 раз подтянуться и около 15 раз отжаться на брусьях. Если можете больше, цепляйте дополнительный вес и постепенно сбрасывайте. Посмотрите как. В моем случае это будут манжеты с песком на ногах. Первое упражнение на пресс – L-sit, или удержание поднятых ног на брусьях. Если не хватает растяжки, то держите ноги с немного согнутыми коленями. И теперь поднимаем ноги к параллели полу. Сначала прямые, а затем сгибаем. После малого отдыха переходим на турник. Сначала подтягиваемся с дополнительным весом, пока есть силы и нормальная техника. Не нужно заходить тут до максимума, потому что не хватит сил дальше. Через несколько повторов, когда устаем, мы сбрасываем вес и начинаем делать обычные подтягивания. Далее, если есть резина, делаем с резиной, либо выполняем австралийские подтягивания для облегчения. Когда снова устали, облегчаем негативными подтягиваниями. То есть запрыгиваем на турник и медленно опускаемся. Когда устали, заканчиваем и переводим дыхание, чтобы перейти к следующему упражнению. Третье упражнение после восстановления дыхания и отдыха – это отжимания на брусьях. Сначала с весом. А затем сбрасываем отягощение и делаем классические отжимания. Через несколько повторов облегчаем упражнение с резиной. Или делайте отжимания от низкой опоры. Переводим дыхание и начинаем вновь отжимания, но уже от пола. Дальше, когда устали, отжимаемся с колен.
И заканчиваем отрицательными медленными опусканиями. Пятое упражнение для ног. Приседания на одной ноге. Сначала обычные, а затем с опорой руками. В конце медленные опускания. В каждом таком упражнении не забывайте о технике, чтобы не навредить себе. И это еще не все для ног. Далее мы делаем выпрыгивание на двух ногах. Когда тяжело, переходим к обычным приседаниям. Ух, ну как вам? Давайте теперь разберем эту программу и для какой цели может использоваться такая тренировка. Кстати, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. Жмите кнопку в верхнем углу экрана. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму. Я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки я оставлю в закрепленном комментарии под видео или жми на кнопку в углу экрана. Такую тренировку не стоит делать на постоянной основе. Это стресс для тела, подойдет она для увеличения выносливости в базовых упражнениях, а также укрепит и подготовит мышцы для предстоящих тренировок силовых элементов. Да, при изучении элементов вам тоже может понадобиться подобная схема. Когда мы выполняем подводящие упражнения, сначала в более тяжелой вариации, а затем легче и легче, сразу же. Так можно поступать с изучением статических элементов. Как часто делать такие тренировки? Если вы никогда подобного не выполняли, то начните с одной такой тренировки в 2 недели, а другие тренировки делайте как привыкли. Затем можно раз в неделю. Имейте в виду, что самое главное дать достаточно отдыха после такой тренировки и заранее не нагружать мышцы. Калистеника постепенно с повышением уровня подготовки сводится к тому, что от стандартных подходов в упражнении мы переходим к таким сериям упражнений, один за другим, суперсеты. Что если вы не можете сделать какое-либо упражнение из списка? Тогда делайте сразу облегченную вариацию под себя. Адаптируйте тренировки под свой уровень, и если вы подтягиваетесь только раз 5, то, конечно, о дополнительном весе не может быть и речи. Делайте с резинкой, затем австралийские подтягивания и негативные, тоже и с другими упражнениями. Минусы и плюсы. Начнем с плюсов. Такая тренировка, если правильно подобрать нагрузку под ваш уровень подготовки, то пойдет на пользу вашей выносливости. Мышцы будут привыкать дольше быть под нагрузкой. Минусы. Если ваше здоровье или уровень подготовки не мешает сделать подобную интенсивную тренировку, то все будет хорошо, потому что перегрузиться здесь очень легко и нужно прислушиваться к организму. Также есть риск травмироваться, если будете спешить. Мы не выполняем эту тренировку на скорость и соперничаем только с самим собой, так что предварительно хорошо разминайтесь. Что касается порядка упражнений, я бы их немного изменил. Потому что особенно на отжиманиях и приседаниях приходится прям много упражнений подряд. Я бы их разделил так. Первым поставил подтягивания, вторым отжимания на брусьях, которые наиболее энергозатратные. Далее я бы сделал австралийские подтягивания или с резинкой, затем удержание и поднятие ног на брусьях. Далее приседания на одной, затем отжимание от пола и напоследок выпрыгивание на месте и приседания. Так мышцы больше отдохнут.
Но с другой стороны, эта тренировка направлена именно на нагрузку после предварительной усталости. Поэтому можете сами выбрать порядок. И, ребят, если вы хотите обсудить и решить свой вопрос по тренировкам, я предложу вам присоединиться в наш чат атлетов между более 6000 спортсменов в телеграм-группе. Там же вы найдете и мои статьи с разбором полезных тем в тренировках. А еще я недавно создал отдельный украиноязычный телеграм, наполняемый полезным контентом о тренировках. Там мы развиваем отдельное сообщество. Все ссылки в закрепленном комментарии. Или жмите на кнопку в углу экрана. Итак, рекомендовал бы я такую тренировку Криса Херия вам. Да, попробовать его стоит. Впечатления во время исполнения и после понравятся. Главное, не забывайте о технике и контроле дыхания, потому что из-за высокой интенсивности можно легко сбить темп дыхания и будет значительно сложнее. Если нужно отдыхать дольше между упражнениями, то делайте это, по ощущениям. Нагрузка должна быть такова, какая вам по силам. А вот включать ли такую тренировку в свою регулярную программу, решать только вам, когда попробуете несколько раз. Попытайтесь повторить такую тренировку, пишите в комментариях, какие впечатления и сколько дней вы потом восстанавливались.